Всем привет! Меня зовут Константин, вы находитесь на канале Lightmaster, и в этом видео я расскажу, как синхронизировать архитектурную подсветку на двух отдельно стоящих зданиях. Итак, представим, что у нас есть два здания. На самом деле их может быть гораздо больше, но пока для простоты оставим два, принцип работы останется одним. Есть два здания, которые входят в состав одного комплекса, и подсветка на них должна зажигаться одновременно и каким-то образом взаимодействовать. Реализовать это можно двумя способами. Первый вариант — это когда головное устройство Lightmaster Player находится, например, на одном из зданий, а на второе здание мы передаем ArtNet по кабелю. Если же возможности проложить кабель нет, то у нас есть еще один способ синхронизации по времени, предполагающий наличие интернета. Именно так синхронизируют время компьютеры, смартфоны, и именно об этом способе мы поговорим в этом видео. Ну и чтобы было на чем показывать, создадим вот такие цветные анимации с плавным перетеканием цвета с одного здания на другое. Построим простые 3D-модели зданий прямо в программе Lightmaster, не прибегая к стороннему программному обеспечению. Но и анимации мы будем создавать только на 4 фасада, по 2 для каждого здания, потому что проект этот виртуальный, и обратную сторону мы видеть все равно не будем. Открываем Lightmaster и создаем новый проект. Добавляем несколько лайаутов и назначаем на них текстуру фасада. Всего будет 4 фасада, по 2 для каждого здания. Лайауты для каждого фасада я создаю потому, что у меня есть текстура одного фасада, все фасады здесь одинаковы, и я буду применять эту текстуру к каждому фасаду. Сразу изменяю размер. Если вы впервые работаете с программой и какие-то моменты кажутся вам непонятными, у нас на канале есть видео, посвященное быстрому старту в программе Lightmaster. Там я рассматриваю основные инструменты более подробно. И теперь изменю размер нашего основного лайаута, чтобы все элементы у меня помещались на рабочем поле. Ширина здания 25 метров. Для подсветки будут использоваться линейные RGB-светильники длиной 1 метр, а значит нам потребуется 25 точек на каждую сторону. Каждая точка будет отвечать за цвет конкретного светильника. Теперь создадим 3D-модель, чтобы наглядно видеть создаваемые в дальнейшем анимации. Переходим на 3D Preview, выбираем бокс и также назначаем ему текстуру нашего фасада. Сразу же меняю размер. Размер лучше всего указывать в сантиметрах, тогда модель не будет казаться слишком большой или слишком маленькой. По верхней части здания будут расположены линейные светильники. Светильники можно создать кнопкой Create from Fixtures и выбрать их тип. Это может быть либо точечный светильник, в этом случае у него задается длина луча и угол раскрытия. Либо это может быть линейный светильник. Также задается длина луча, угол раскрытия и длина самого светильника. Дальше можно пойти двумя способами. Первый — это выбрать прибор, нажать Ctrl-C, Ctrl-V, скопировать, вставить, перенести на нужное место, еще раз, и таким образом получить линию светильников. Это не очень удобно, и если у вас есть протяженные прямые участки, то можно воспользоваться инструментом клон. Удаляю приборы. Выделяем наш прибор и выбираем инструмент клонер. Здесь мы можем указать количество приборов, в нашем случае это 25, а также можем указать смещение по осям.
развернем и разместим на нашем фасаде. Прибор, с которого создавались копии, можно скрыть. Копируем линию прожекторов на соседний фасад. Подгоняем положение. Теперь выделю здание и скопирую его. Перемещу на новое место. Выделю прожектора и тоже скопирую, вставлю их и перенесу на второе здание. Назначу текстуру на скопированное здание. И выполню сопоставление линиям прожекторов пикселям на поле маппинга. Для этого выберу линию, нажму кнопку Select и укажу первый пиксель. Выберу вторую линию, нажму Select и выберу уже 26 пиксель. Следующую линию указываю 51 пиксель. И следующую линию указываю 76 пиксель. Модель построена, теперь перейдем к созданию анимаций. Переходим на вкладку Composition, выбираем первую свободную ячейку, и я добавлю эффект градиент. Сразу же получаем довольно интересную анимацию, и для некоторых случаев его можно таким и оставить, но я добавлю немножечко цвета. Итак, мы получили анимацию с плавным перетеканием цвета с одного здания на другое. Эту анимацию я так и оставлю и выберу следующую свободную ячейку. Эффект смены цвета можно реализовать и по-другому. Выбираю эффект Color Change и перехожу в его настройки. Здесь мы можем изменить скорость изменения цвета. Можем изменить время перехода с одного цвета на другой, сделав его либо более плавным, либо более резким. Также мы можем выбрать цвета. При необходимости цвета можно добавить. В этом случае у нас происходит плавное изменение цвета всей подсветки сразу. Создам еще одну анимацию, где у меня будет каждое здание окрашено в свой цвет, и через оба эти здания будет проходить белая полоса. Выбираю свободную ячейку, добавляю эффект цвет и добавляю эффект белые полосы. Полосы у меня уже идут через все здания. Я немножечко настрою этот эффект. И перенесу цвет отдельно на фасад каждого здания. Изменю его с черного, например, на голубой. Скопирую. Еще раз скопирую. Изменю цвет, например, на красный.
Теперь у нас каждое здание светится своим цветом, а белая полоса, проходя через оба эти здания, объединяет их. Теперь немного о системе управления. На этом объекте у нас два здания, и подсветка на них должна зажигаться одновременно. Для управления я буду использовать Lightmaster Player по одному на каждое здание. На нем я настрою NTP сервер, и оба устройства будут синхронизироваться по времени через интернет. У Lightmaster Player на выходе мы получаем ArtNet, и далее нам потребуется конвертер для преобразования ArtNet сигнала в DMX или SPI. В моем случае это DMX. Ввиду небольшого количества световых приборов мне потребуется по одному устройству на каждое здание. Чтобы объединить Lightmaster Player и конвертер в сеть, вам, возможно, потребуется изменить их IP-адреса. Делается это следующим образом. Чтобы изменить адрес у Lightmaster Player, нам в первую очередь нужен сам Lightmaster Player. Подаем на него питание и подключаем его к компьютеру посредством Ethernet кабеля. При необходимости изменяем IP-адрес сетевой карты. Она должна находиться в одной подсети с Lightmaster Player. У Lightmaster Player по умолчанию IP-адрес 192.168.0.205, поэтому у моей сетевой карты адрес 192.168.0.113. Переходим в браузер и вбиваем IP-адрес плеера. 192.168.0.205. Вводим имя пользователя, по умолчанию администратор, и пароль, также администратор. Переходим в Network Setting и напротив интерфейса щелкаем на карандашик. Изменяем IP-адрес на нужный. И нажимаем Apply. После этого IP-адрес уже изменен. Если вдруг вы случайно вбили не тот адрес, ошиблись, то достаточно просто сбросить питание у Lightmaster Player, выключив его от сети, и затем подать питание заново. IP-адрес восстановится. Чтобы подтвердить измененный IP-адрес, нужно изменить настройки сетевой карты, чтобы она опять же находилась в новой подсети. Вбить новый IP-адрес. Снова ввести имя пользователя, пароль. Перейти в Network Setting и в правом нижнем углу нажать кнопочку Save. Если этого не сделать, то предыдущий IP-адрес после перезагрузки восстановится. Чтобы изменить IP-адрес у Lightmaster конвертера, нам нужен в первую очередь сам конвертер. Подаем на него питание. И подключаем его к компьютеру посредством Ethernet кабеля. При необходимости изменяем IP-адрес сетевой карты компьютера, чтобы она находилась в одной подсети с конвертером. IP-адрес по умолчанию указан на обратной стороне устройства. Переходим в Lightmaster, выбираем Search Controller, выбираем нашу сетевую карту и нажимаем Search. Контроллер найден, выбираем кнопку Setting и меняем его IP-адрес на необходимый. Нажимаем Set IP. IP-адрес изменен. Возвращаемся в Lightmaster Player. Перехожу на вкладку Fixtures. Один плеер у нас уже здесь есть, и я добавлю еще один для второго здания. Сразу же переименую их. И укажу их IP-адреса. Теперь добавлю конвертер. Сделать это можно двумя способами. Первый — это когда конвертер у вас находится в той же сети, что и компьютер. Нажимаем «Поиск», выбираем «Сеть», снова «Поиск» и добавляем нужный конвертер. На текущий момент существует ошибка, когда контроллер добавляется с большим количеством портов, чем есть на самом деле.
В ближайших обновлениях это будет исправлено, но сейчас это достаточно просто исправить вручную. Указываем количество портов. Готово. Также существует еще один способ добавления конвертера, это добавление вручную. Этот способ может пригодиться, если у вас конвертер не подключен к сети, а находится на объекте, или вы используете конвертер не от Lightmaster. Нажимаем плюсик, выбираем нужное нам устройство, либо просто ArtNet конвертер на нужное количество портов, либо Lightmaster конвертер на нужное количество портов. В данном случае у нас будет использоваться одна вселенная на порт, поэтому в настройках меняем параметр количества вселенных на порт с двойки на единицу. Также у этого конвертера меняем IP-адрес. Теперь созданные конвертеры я положу каждый в свое здание, в свой Lightmaster Player, и созданные приборы сложу в соответствующие порты конвертера. На каждом здании у нас используется 50 приборов, это значит 150 адресов. Поэтому все 50 светильников поместятся на один порт. Выбираю 50 светильников и переношу их на первый порт. Адресация выполняется автоматически, но при желании мы можем выделить устройство и назначить ему адрес вручную. То же самое я делаю с остальными приборами. Теперь перед тем, как экспортировать анимации, я создам камеру, с которой будет создаваться GIF превью для Lightmaster Player. Нажимаю кнопку Create Camera, переключаюсь на нее. Настраиваю ракурс. И так как по пропорциям GIF представляет из себя квадрат, я немножечко изменю размер окна, чтобы видеть, что у меня попадает в кадр. Оставлю так. Переключаюсь на стандартную камеру, чтобы при навигации не изменить ракурс. И перехожу на вкладку «Экспорт». Во вкладке «Экспорт» выбираю те композиции, которые я буду экспортировать. 2, 3, 4. Выбираю путь, по которому будут экспортироваться анимации. Выбираю камеру, с которой будут создаваться GIF превью. И нажимаю «Старт». Анимации экспортировались. По указанному пути у нас создаются две отдельные папки, каждая для своего Lightmaster плеера. Переходим в Lightmaster Player, вводим имя пользователя и пароль. По умолчанию это администратор. Попадаем на главную страницу. Дальше нам нужно указать, каким образом наше устройство будет выходить в интернет. Переходим в раздел Network Setting, и здесь вам нужно указать адрес шлюза. Адрес шлюза — это, по сути, адрес роутера, через который компьютер получает доступ в интернет. Нажимаем на карандашик, заходим в сетевые соединения, панель управления, сети интернет, сетевые подключения, и на вашем сетевом подключении выбираем состояние. Здесь в строчке «Шлюз» по умолчанию и будет указан адрес роутера. Вводим его сюда: 192.168.1.1. Выбираем Apply and Save. После этого нужно прописать маршрут, чтобы плеер знал, где у него внутренняя сеть, а где у него внешняя. Нажимаем на карандашик в разделе Route Table. Добавить маршрут. Шлюз указываем 192.168.1.1. Это в моем случае. А в случае вашей сети у вас будет здесь другой IP-адрес. И здесь указываем 4.0. Нажимаем Save. После этого в правом нижнем углу будет еще одна кнопочка Save. Нажимаем ее. После этого, если все сделано правильно, интернет на устройстве есть. Переходим в настройки даты и времени. Щелкаем на карандашик. Здесь вы можете указать временную зону или часовой пояс, в котором вы находитесь, а чуть ниже нужно вписать адрес самого сервера. Адрес сервера легко найти в интернете, вбив запрос NTP сервер. Я буду использовать NTP сервер вот с этого сайта. Use the pool. Выбираю адрес первого сервера и адрес второго сервера.
Нажимаю Apply. Время соответствует текущему, и в строке «Время синхронизируется» появляется «Да». Плеер может осуществлять вещание в режиме Broadcast, это когда пакеты отправляются всем устройствам в сети. Также он может осуществлять вещание в режиме Unicast, это когда пакеты отправляются только тем устройствам, для которых они предназначены. Второй режим является предпочтительным и более экономичным в плане нагрузки на сеть. Я именно его и буду использовать. Для этого здесь нужно указать устройство, которое у нас используется, и вселенные. Мы можем добавить устройство вручную, вписав его имя, указав, что вещание будет осуществляться Unicast, IP-адрес, порт и описание по необходимости. Также нужно будет добавить вселенные. Я же эти настройки импортирую из Lightmaster. Перехожу в Lightmaster, выбираю Player, указываю имя пользователя и пароль и нажимаю Send. Еще раз Send. Устройства отправлены. Перехожу в Player, обновляю. Снова ввожу имя пользователя и пароль. Перехожу в раздел «Вселенные устройства». Устройства импортированы. Переходим в раздел Queue и загружаем наши анимации. Причем анимации именно предназначенные для этого Lightmaster плеера. Upload. Анимации загружены. Переходим в плейлист и создаем новый. Добавляем в него анимации. Анимации в рамках этого плейлиста будут воспроизводиться по порядку. Под каждой анимацией пишется ее длительность, а в правом верхнем углу указывается длительность всего плейлиста. По центру анимации мы указываем, сколько у нас будет повторений. Автоматически пересчитывается длительность как самой анимации, так и плейлиста. В начале и в конце каждой анимации мы указываем, как будет анимация начинаться и как она будет заканчиваться. Снизу у нас это переход из черного и в черное. А дальше указываем длительность этого перехода. И сверху у нас переход через прозрачность из одной анимации в другую. Также указываем его длительность. Таким образом, получается, анимация начинается из черного в течение 5 секунд. Дальше идет 2 повторения. Потом в течение 5 секунд она переходит из первой анимации во вторую. А анимация вторая повторяется один раз, резко заканчивается и резко начинается третья анимация. Она повторяется один раз, на этом плейлист заканчивается. Сейчас длительность анимации указана 66 секунд, в то время как в Lightmaster она составляет 1 минуту. Чтобы длительность у нас совпадала, нам нужно в настройках указать ту же частоту кадров, что и в Lightmaster. После этого длительности будут пересчитаны. По умолчанию плеер находится в ручном режиме работы. Это значит, что на вкладке «Плеер» вы можете самостоятельно запустить любую анимацию или любой созданный плейлист. При этом на домашнем экране сразу же будет отображаться его статус. Для того, чтобы изменить режим работы, нужно перейти в Main Setting и вместо «Мануал» указать «Scheduler». Здесь же вы можете изменить имя объекта. После этого станет доступен календарь, в котором мы можем создать событие, запускающее определенный сценарий. Создаю событие. Выбираю плейлист. Дальше нужно указать, когда будет запускаться этот плейлист. Либо событие будет запускаться один раз, либо оно будет повторяющимся. Ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно. Вообще по данному разделу я думаю снять отдельное видео, чтобы объяснить, как все это работает. Если вам это интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас же я задам однократное событие, выберу сегодняшнюю дату и выберу время. Сейчас у меня 18:16. Я выберу 19:00. В 19:00 у нас сценарий запустится. И в 19:05 завершится. Сохраняю. У календаря есть несколько представлений. Месяц, неделя, день. Также перечень сценариев можно представить в виде листа. Сейчас у меня в календаре всего одно событие, однако когда вы настроите все события для объекта, у вас их могут быть десятки.
Для сохранения резервной копии настроек можно воспользоваться функцией Backup. Эта же функция поможет нам перенести настройки с одного Lightmaster плеера на другой. Перехожу в раздел Backup and Restore. Здесь указаны, какие настройки будут перенесены. Обращаю также внимание, что будут перенесены ArtNet устройства и вселенные. Однако для второго Lightmaster плеера нам их нужно будет указать свои. Нажимаю Create Backup. Backup создан. Переходим во второй Lightmaster плеер. Заходим в раздел Backup and Restore и загружаем бэкап. Обновляем. После загрузки устройство перезагрузится и нужно будет немножечко подождать до загрузки интерфейса. Вводим имя пользователя, пароль. Попадаем на главную страницу, переходим в раздел Queue и видим, что анимации выделены красным. Это значит, что на Lightmaster плеере нет этих анимаций. Они не переносятся и нам их нужно будет загрузить. Также красным выделены композиции в плейлисте. Выбираем «Загрузить Queue». Из второй папки загружаем композиции. Композиции подгрузились. Правильно отображается плейлист. В календаре появилось событие. В основных настройках у нас перенеслось название здания. Здесь я его исправлю. Вселенные устройства также перенеслись, но мне их нужно заменить. Выбираю Lightmaster Player, нажимаю Send. Устройства отправлены. Переходим в раздел «Настройки даты и времени». Нажимаем карандашик. Временная зона у нас перенесена, а вот NTP-сервер нам нужно будет вписать вручную. Переходим в сетевые настройки. Здесь нам нужно указать шлюз и маршрут, как мы делали ранее. Эти настройки не переносятся, потому что, как правило, каждый Lightmaster плеер находится на своем здании, и настройки сети у них отличаются. У меня же все устройства находятся прямо передо мной, объединены в одну сеть, поэтому настройки у меня будут те же самые. Не забываем нажать кнопочку Save в правом нижнем углу. Переходим в раздел Data Time and Setting и убеждаемся, что синхронизация у нас выполнена. Теперь, даже если у нас будет временно отключено питание или интернет, время на контроллере останется верным, потому что Lightmaster Player комплектуется модулем реального времени, при подобных сбоях время сохраняется и его не нужно задавать заново. Но нам осталось дождаться указанного в календаре времени и посмотреть, как отработает сценарий. Анимации запустились. Здесь у нас верхний светильник соответствует углу правого здания, а нижний светильник углу левого здания. Я буду ускорять видео на средних участках анимаций, и мы посмотрим, насколько корректно отрабатывает плейлист. Сейчас первая анимация запустилась на второй раз. Плавный переход с первой анимации на вторую. Вторая анимация резко закончилась, началась третья. Третья анимация закончила отыгрывать, плейлист завершился и начался сначала. Из черного в течение 5 секунд начинается первая анимация. Она проигрывает один раз. И когда она уже начинается на второй раз, заканчивается время работы нашего сценария, и все выключается. Если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Если еще остались вопросы, добро пожаловать в комментарии. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Пока!